В 1949 году корпорация Chrysler пригласила Вирджила Экснера, на тот момент дизайнера Studebaker, возглавить отдел современного дизайна. Кейти Келлер, на тот момент глава Chrysler, понимал, что компании нужен новый стилист. То, что выходило из ворот завода, неоднократно подвергалось критике за излишний консерватизм. Именно это стало первым шагом на пути к смене стилистических приоритетов компании. Перед Экснером была поставлена задача по разработке авангардного стиля, который на многие годы оказал бы влияние на дизайн всей группы брендов, куда помимо Chrysler входили DeSoto, Dodge и Plymouth. Экснер заручился поддержкой итальянской студии Carrozzeria Ghia, производящей кузова, чтобы начать создание серии так называемых Idea Cars – автомобилей идей. Ghia была выбрана в качестве подрядчика за такие достоинства, как скорость исполнения и высокое качество сборки за относительно невысокую стоимость. Результатом сотрудничества стало создание серии из приблизительно 40 автомобилей, построенных в период с 1953 по 1955 годы. Первыми разработками стали пятиместное спортивное купе К-310 1951 года и кабриолет С-200 1952 года. Их отличительными особенностями стал дизайн задних фонарей в виде оружейного прицела. Чуть позже эта идея была реализована на серийных моделях Imperial. Эти эффектные автомобили не были запущены в серийное производство, однако восторженная реакция публики открыла путь для новых моделей в модном аэростиле. На парижском автосалоне в 1952 году был показан прототип Chrysler SS Styling Special. Он имел много общего с первыми концептами К-310 и С-200, но отличался от них прямоугольными передними и задними крыльями с вертикальными хромированными накладками на концах и трапециевидной решеткой радиатора, который пересекал горизонтальный бампер. Концепт-кар был двухместным, двери открывались с помощью кнопок, а крыша была выполнена в стиле фастбэк. Этот элегантный автомобиль был построен на шасси серийной модели Нью-Йоркер с укороченной до 119 дюймов колесной базой. Стильный итальянский кузов выделялся на фоне американского дизайна того времени. Длинный капот и идеально сбалансированные пропорции. Второй автомобиль, известный как Thomas Special, был изготовлен в 1953 году по заказу Томаса, главы экспортного подразделения компании Chrysler. Внешне он напоминал прошлогодний концепт, но базировался на стандартном шасси Нью-Йоркер с колесной базой 125,5 дюйма. У него был пятиместный салон, стандартные дверные ручки и отдельный багажник. Отличительной особенностью прототипа Томас было лобовое стекло, разделенное на две секции. В начале 50-х годов Chrysler и Plymouth импортировались во Францию компанией France Motors под руководством Шарля Ладуша. Выставив на стенде в Гранд-Пале модель Thomas Special и получив восторженные отклики публики, Ладуш получил разрешение от Chrysler на производство партии из 6 экземпляров, которая должна была продаваться только во Франции под именем GS1. Все они комплектовались бамперами и светотехникой от Chrysler New Yorker и приводились в движение двигателем объемом 5,4 литра Firepower V8 мощностью 180 лошадиных сил в паре с двухступенчатой автоматической коробкой передач PowerFlight. Среди новых опций предлагались усилитель тормозов и рулевого управления, а также передние электрические стеклоподъемники. Кузовные панели имели сложную для того времени форму. Даже боковые окна были изогнуты, что было на тот момент новаторским решением. В 1954 году компания Ghia по собственной инициативе выпустила еще 12 GS1. Таким образом, общее количество автомобилей достигло 18 экземпляров, основная часть которых была реализована через компанию France Motors. Давайте вернемся немного назад, в 1952 год, когда осенью на автосалоне в Париже представили очередной знаковый концепт от ателье Ghia – Chrysler d'Elegance. Спортивное купе с черно-желтой кожаной обивкой салона было создано на укороченном шасси модели Chrysler New Yorker. Среди опций были усилитель рулевого управления, электростеклоподъемники, дисковые тормоза. В качестве силового агрегата использовался 8-цилиндровый двигатель Hemi объемом 5,8 литра, мощностью 280 лошадиных сил, агрегатируемый трехступенчатой автоматической коробкой передач.
Наследник концепта К-310, Тейлиганс отличался элегантной наклонной крышей типа фастбэк и сильно выраженной линией задних крыльев. Характерными чертами дизайна были утопленные одинарные фары, трапециевидная решетка радиатора, встроенный в кузов хромированный передний бампер, вынесенные на края задних крыльев фонари-прицелы и металлический чехол на багажнике. Под ним, кстати, находилось настоящее запасное колесо. Бытует мнение, что всего было изготовлено 25 таких автомобилей. Однако, согласно некоторым источникам, якобы в одном из своих интервью сам Вирджил Экснер опровергает подобные слухи, заявляя, что автомобиль существует в единичном экземпляре. И вот еще один неоднозначный факт. Присмотритесь, в профиль De Elegance имеет сходство с серийной моделью Volkswagen Karmann Ghia, и, как утверждают некоторые источники, это не случайно. Оба купе спроектировал дизайнер Ghia Джованни Савануцци, что, кстати, противоречит другим утверждениям, присваивающим авторство концепта Вирджилу Экснеру. Так, к 1955 году деятельность Вирджила Экснера приводит к тому, что у Крайслера оформляется свой собственный передовой стиль, названный Forward Look. Именно модели Chrysler первыми в мире получили аквариумное остекление, массивные бампера, огромные капоты со сложными линиями, багажники с удлиненным хвостовым оперением, ассоциирующиеся у нас с американскими автомобилями конца 50-х. Именно этот стиль в ближайшие 5 лет перевернет американский автопром, зародив золотую эпоху настоящего безбашенного американского автомобильного дизайна. А пока в 1955 году Ghia создает свою модель Chrysler ST Special, взяв за основу шасси с колесной базой 126 дюймов. В качестве отправной точки для дизайнерских решений был взят GS Special. Передняя часть получила внушительную хромированную решетку радиатора с фарами в хромированной окантовке. Задние фонари, установленные на вытянутые крылья, были позаимствованы у модели Нью-Йоркер, как и массивные бамперы. Лобовое стекло стало панорамным и не отличалось от серийных моделей. Отделка интерьера была выполнена в еще более роскошном стиле. Впервые появившись на публике в апреле 1955 года на автосалоне в Турине, всего 4 заводских шасси получили кузов от Ghia, причем 2 из них были выполнены с открытой крышей. На аукционе Art Curial будет выставлено на продажу шасси номер 8769. Оно было доставлено из Америки в ателье Ghia в декабре 1955 года в виде кузова, окрашенного в темно-синий цвет с голубой крышей и бежевой кожаной обивкой. Предполагается, что этот экземпляр был последним из 4 автомобилей, построенных в 1955 году. Согласно документам, первое упоминание об этом шасси появляется в Австрии в 1967 году, а если точнее, то в Вене, где он был зарегистрирован. Затем он почти до 80-х годов провел свою часть жизни в Линце, находясь в собственности у другого владельца, после чего снова вернулся в Вену. Оказавшись в частной коллекции редких американских автомобилей, Chrysler до 2019 года был затворником 4 стен. Хозяин был хранителем артефактов и никогда не ездил на своих транспортных средствах по самой банальной причине. У него никогда не было водительского удостоверения. Несмотря на отсутствие конкурсного внешнего вида, автомобиль выставляется на продажу в полностью оригинальном состоянии, добавляя ему ценности. За все время с ним не происходило никаких конструктивных доработок. Его двигатель и кузов соответствуют заводскому исполнению. Хочется верить, что этот очень редкий Chrysler Ghia, несмотря на то, что оставался неподвижным в течение нескольких десятилетий, попадя в заботливые руки нового владельца, обязательно будет восстановлен. И тогда он с легкостью может не только участвовать, но и побеждать на различных мировых конкурсах ретро-автомобилей. Предполагаемая стоимость, за которую автомобиль должен найти своего нового владельца, 200-300 тысяч евро, что составляет примерно 240-360 тысяч долларов.
И, кстати, первое купе из списка, состоящего из двух автомобилей, шасси номер 8768, в конкурсном состоянии было продано в 2018 году в Монтерее аукционным домом РМ Сотбис за $527 500. Ну и напоследок, небольшое отступление в виде истории, связанной с очень интересным концептом Norseman. Один из, наверное, самых экстраординарных совместных разработок Chrysler и Ghia, этот прототип представлял собой четырехместный купе фастбэк, яркой чертой дизайна которого стали задние арки, поддерживающие крышу, лишенную передних стоек. Также в его конструкцию были внедрены сдвигаемые задние боковые стекла. Подобная опция появится в серийных автомобилях только в следующем десятилетии. Концепт должен был стать основным экспонатом на стенде компании Chrysler на грядущем Нью-Йоркском автосалоне. Для этого собранный в Италии прототип был отправлен студией Ghia из Турина в Нью-Йорк морем на пассажирском океанском лайнере Андреа Дориа. Это был очень комфортабельный и красивый корабль, который с 1951 года, когда впервые был спущен на воду, моментально снискал огромную популярность. Совершить путешествие на нем в Америку стало мечтой целого поколения итальянцев. Помещения корабля украшали произведения искусства. В каютах и салонах изящная удобная мебель, облицованные деревянными панелями стены, отраженный электрический свет. В каждом классе кинозал и плавательный бассейн с площадкой для отдыха. К концу маршрута из Генуи к берегам Северной Америки, когда судно почти достигло берегов США, произошло непоправимое. Поздним вечером 25 июля 1956 года стоял почти полный штиль, а над поверхностью воды висел плотный туман, в котором Андреа Дориа уже несколько часов двигалась с относительно высокой скоростью. Навстречу ей из порта Нью-Йорка в Гетеборг шел шведский лайнер «Стокгольм». Поначалу видимость была прекрасная, однако, войдя в зону сильного тумана, приборы показали, что шведское судно находится в критической близости от другого корабля, шедшему ему наперерез. Несмотря на обоюдные попытки экипажей свернуть в сторону, предотвратить столкновение оказалось невозможно. Нос Стокгольма с сокрушающей силой вонзился в правый борт Андреа Дориа и начал рвать стальную обшивку, как бумагу. С пробитыми палубами итальянский корабль сильно накренился, развернулся и, продолжая идти полным ходом, потащил шведское судно за собой. Лишь только дав задний ход, Стокгольм смог расцепиться, а в 12-метровую пробоину Андреа Дориа хлынула вода. Непосредственно в момент столкновения погибло 44 пассажира, которые находились на его борту. Многие получили серьезные травмы. Кто-то от удара, кто-то при попытке выбраться из кают и завалов внутри лайнера в районе пробоины. Эвакуация осложнялась большим креном судна, из-за чего было невозможно использовать шлюпки левого борта. Еще больше усложнил задачу сам экипаж, многие члены команды которого первыми позорно покинули тонущий корабль, оставив своих пассажиров спасать себя самостоятельно. Однако в истории мореходства спасение пассажиров Андреа Дориа стало одной из самых успешных спасательных операций. 6 кораблей, оказавшихся поблизости, в том числе и сам пострадавший лайнер «Стокгольм», приняли на борт более 1600 человек. После катастрофы Андреа Дориа продержался на плаву 11 часов, а затем пошел ко дну в 3,7 километрах к юго-западу от места столкновения. Стокгольм же в сопровождении 3 буксиров и 1 катера достиг Нью-Йорка спустя 2 дня с момента столкновения. Интересный факт. Впоследствии судно было отремонтировано и даже продолжало эксплуатироваться до середины 2000-х годов в водах Греции. Ну а мы с вами давайте вспомним, что за груз был в трюмах затонувшего лайнера. Среди нескольких десятков перевозимых автомобилей был и Chrysler Norseman. Он так никогда и не был продемонстрирован публике, оставшись навсегда под тоннами вод Атлантического океана. И никто из дизайнеров Chrysler, работавших над ним, так его и не увидел.